Здравствуйте! Часто в ваших письмах вы используете устойчивое популярное словосочетание «сложные отношения». Да, действительно, любовь никогда не бывает без грусти, но знаете, я чаще вижу одну только грусть, совсем без всякой любви. А ведь как важно отличить те самые сложные, но важные отношения от отношений пустых, надуманных, деструктивных или даже токсичных. Давайте сегодня попробуем разобраться именно с вашим случаем. А я нахожусь во дворе храма Большого Вознесения у Никитских ворот, во дворе церкви, в которой в свое время венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Надо сказать, что взаимоотношения Александра и Натальи изначально были как раз-таки очень сложными. Слишком разные встретились люди, и слишком разного они хотели от жизни. Ну, о чем мечтал поэт, нам известно, о том, чтобы памятник себе воздвигнуть нерукотворно, и у него это вполне получилось. А вот про желание Натальи история умалчивает. Тем не менее, как известно, они поженились, и они достаточно долго вместе прожили, и у них было много детей. А вот финал этой любовной истории все равно вышел нелепым и трагическим в масштабах целой мировой культуры, потому что по хрестоматийной версии именно преданная любовь к жене в итоге погубила нашего с вами любимого поэта. Для гадания сегодня я выбрала для вас 4 карты. Выбрала я их, конечно, не случайно. Каждая из них – это одна из провальных любовных тактик. И я нарочно использую карты с абстрактными иллюстрациями для того, чтобы ваш выбор был только интуитивным. Кроме того, вы, выбирая карту, можете ориентироваться на ее номер. И я достану из колоды еще 2 случайные. Пусть будут для чистоты эксперимента, потому что я могу тоже чего-то про вас не знать. Итак, у нас добавляется еще одна карта, даже не называю, чтобы не вызывать у вас ассоциаций никаких. И вот так вот. Пожалуйста, выбирайте вашу карту, которая вам кажется похожей на историю ваших отношений. Пожалуйста, вот они. Итак, карта номер 1. Номер 2. Номер 3. Номер 4. Рассматривайте их. Номер 5. И номер 6. Дам вам время. Не ошибитесь, это важно. И как вы уже догадались, наверное, выбор карты был тестом, потому что вы выбирали себя, точнее, свою позицию в этих отношениях, в этой самой трудной вашей текущей любви. И если вам досталась карта номер 1, а это 7 пентаклей, проблемная карта со сложным толкованием, вы слишком часто задаете себе и другим вопрос, что будет дальше. Причем иногда ставите его достаточно критично. То есть что получается? Вместо того, чтобы радоваться близости, вы тревожно оцениваете достигнутое, и в зависимости от результата оценки то предаетесь сомнениям, ну таким, знаете, все напрасно, все поздно, то верите в безупречность ваших действий и готовы делать следующий шаг. Но в любом случае вы точно представляете себе
конечный результат, ну, например, свадьбу, как это чаще всего бывает, и вас сильно расстраивает то, что этот результат откладывается. Ваша позиция в этой истории – это скорее позиция напряженного ожидания, которая изматывает, как известно, похуже любой ссоры. Вы уже догадались, что в том самом конечном результате, ну, например, в той же свадьбе, ваш партнер заинтересован значительно меньше вас. Отсюда очевидная разобщенность интересов. И, скорее всего, вы уже устали в одностороннем порядке поддерживать гармонию отношений и разрешать возникающие трудности. Осознанно или нет, вы четко ощущаете, что ускорить тут ничего особенно нельзя. Ну, такова уж семерка пентаклей, это действительно карта ожидания. И надо сидеть в засаде и ждать, когда желания ваши и вашего партнера совпадут, то есть когда история созреет. И у карты есть совет для вас – проявлять терпение и избегать самого главного страха, такого, что дело безнадежно зависло, и лучше, чем есть, уже не будет. Теперь оценим позицию вашего избранника в этом союзе. Вот сейчас ответственный момент. Для тестовой части гадания я не случайно, конечно же, выбрала вот такие вот сложные проблемные карты, потому что в сложных отношениях, и это я глубоко в этом убеждена, всегда виноваты обе стороны. А сознательно или неосознанно, в первую очередь, вы что-то делаете не так. Итак, ваш партнер, ваш избранник, какова же его позиция? Посмотрите, как вы похожи. У него тоже семерочка, тоже проблемная семерка. Это семерка кубков. Покажу вам ее поближе. Карта, по которой разрушаются иллюзии. И они действительно разрушаются. Вряд ли вы обманывали вашего избранника нарочно. Скорее всего, он обманывался сам. Карта имеет иногда достаточно проблемные значения в гаданиях на любовь, потому что вот такая позиция разочарованности может затягиваться, если не предпринимать решительных действий. Ну, в таком раскладе, в таком контексте карта имеет очень похожее значение, потому что вы ждете, а он обманывается. Вы устали ждать, он устал обманываться. Или обманывать, или он устал скрывать что-то от вас, потому что по этой карте достаточно много, ну, не прямого обмана, но тайной какой-то скрытой информации. Но все-таки это кубки, поэтому чувство есть, романтическая привязанность у вашего партнера к вам точно присутствует, но омрачена она либо объективными причинами, какими-то обстоятельствами внешнего мира, либо вмешательством третьих лиц. И как раз про это следующая позиция в нашем гадании. Итак, что же мешает вам сейчас окончательно и бесповоротно быть вместе и иметь не сложные, а счастливые отношения? Самая главная карта разлук достается вам, шестерка мечей. Вот так вот сделаю, чтобы вам было видно. Да, карта разлук, потому что это дороги, это расставание. Кто-то уехал. Между вами, скорее всего, просто присутствует расстояние или какая-то физическая невозможность быть вместе. Никто из вас радостно, специально эту разлуку не инициировал. Это действительно судьба, которая вмешивается в судьбы людей и разводит, разлучает вас, нас. Вся эта картина очень активно выдает знакомство, например, на расстоянии, которое изначально случилось в интернете, вообще с каким-то человеком, который от вас далеко. География не лучший помощник в романтических отношениях, и кому-то пришлось уехать. Напрашивается сам собой совет карты. Что надо сделать для того, чтобы сделать плодотворным ваш союз? Конечно же, преодолеть вот это расстояние. Исключить разлученность, физическую разлученность. А тем не менее, совет для вас. Как себя вести? Насколько от вас требуется сейчас в этой истории любовная активность? Или лучше подождать, когда колесо судьбы повернется в вашу сторону?
Да, инициатива с вашей стороны точно не нужна. Главная мужская карта из колоды Таро вам достается. И, с одной стороны, она характеризует вашего избранника, мужчину, гадание преимущественно для женщин у меня, естественно, а характеризует его как человека уверенного в себе, с позициями, и он точно способен вовремя проявлять эту самую инициативу, поэтому от вас какие-то активные шаги сейчас не нужны. Вернемся к совету семерки пентаклей, вернемся к тому, с чего мы начинали. Вам действительно придется ждать. Эта история созреет, по крайней мере, мужчина вам достался очень решительный, самостоятельный, ресурсный, что называется. Такие не ждут, когда придет помощь от женщины. Такие разбираются со своими делами и потом приезжают с подарками, с предложениями и с радостными перспективами на двоих. Спасибо. Выбор карты был тестовой частью нашего гадания сегодня. И если вы выбрали для себя карту номер 2, это у нас шестерка жезлов, могу вас обрадовать. В целом это одна из лучших карт в колоде Таро. Тем не менее, ваша позиция именно в этой романтической истории совсем непростая. Начну с хорошего. Вы по-честному видите возможные трудности и готовы их преодолевать. Преодолевать для того, чтобы ваш союз стал по-настоящему жизнеспособным. Кроме того, вы уже благополучно пережили разрушение и потери прошлого, забыли про них и обустраиваете историю любви, ну как бы на будущее. И все-таки карта называется «Победа». Покажу вам поближе. Вот. Карта называется «Победа». И вопрос напрашивается сам собой. Если есть победа, значит, должен быть победитель и должен быть побежденный. Но это ваша карта. Она определяет вашу позицию вот в этих сложных отношениях. И это значит, что вы готовы подавлять партнера, подстраивать отношения под себя и не совсем честно торжествовать местами. Вы можете воспринимать вашего избранника как жизненное испытание, как повод для схватки. Вы можете отчаянно завоевывать его сердце, скорее всего, уже завоевали, но при этом активно используете проверенные средства подкупа. Это подарки, самые простые материальные, и другие, например, настойчиво признаетесь в любви. Кстати, особенно такая жажда победы в романтических отношениях проявляется там, где есть любовный треугольник. Астрологическое соответствие карты – это Юпитер в Льве. Поэтому посмотрите, если такая позиция есть в вашем гороскопе рождения, то, скорее всего, вы привыкли так действовать и в других жизненных обстоятельствах. И, скорее всего, по этой карте вам нужен в этой любовной истории законный брак. И вы считаете, что вполне подходите на роль именно законной второй половины. Теперь оценим позицию вашего избранника. В ваших таких сложных отношениях. Мы гадаем ведь на сложные отношения. Угу. Ну что ж, все сходится, потому что ему достается, вернее, тройка кубков. Очень неплохая карта, опять же, в колоде Таро. Поэтому в целом описывается не слишком запутанная история. Но это тройка, и часто она подсказывает, что есть любовный треугольник. Ваш партнер действительно может запутаться с выбором. Вернее, он уже как-то и не выбирает. Причем выбор может может быть не обязательно строго романтическим, когда, ну, допустим, мужчина выбирает из двух женщин, на ком жениться. Он может также выбирать между вами, друзьями, вами, своей родительской семьей, вами и возможностью получить образование или уехать куда-то работать. Неважно. Речь идет о том, что здесь с его стороны, именно с его стороны присутствуют другие люди, которые также важны, которых он любит так же, как и вас, а вас он любит, потому что это кубки, это масть любви. То есть у вас не должно быть сомнений относительно романтического настроя вашего героя, потому что влюбленность здесь есть. И есть такая устойчивая, хорошая, в общем-то, общечеловеческая, духовная связь между вами. Но либо вливаетесь вот в этот коллектив и в общие обстоятельства жизни вашего партнера,
Либо боритесь дальше и разделяйте и властвуйте. Но позиция вашего избранника совсем не проблемная. Она действительно не проблемная. Он может быть просто веселым человеком, человеком, любящим жизнь, человеком, который действительно в пользу романтических отношений, какими бы они ценными ни были, не пожертвует другими удовольствиями, другими радостями жизни, друзьями и да чем угодно. Посмотрим теперь, есть ли объективные обстоятельства какие-то серьезные, которые мешают вам всерьез быть сейчас вместе. Те самые третьи лица или разлуки. Угу. Ну вот так вот, действительно, сказала слово разлуки и угадала вот так вот заранее, потому что действительно кому-то из вас предстоит отправиться в дальний путь. Осознанный уход в себя, как минимум, а как максимум это переезд далеко и надолго, работать, учиться, не знаю, это может быть эмиграция, может быть поиск себя, знаете, как второй год ищу себя в Таиланде, неважно. Иногда по этой карте мы не имеем географического перемещения, а видим только человека, который находится в полосе трансформации, личностной трансформации и уходит в себя. Если сейчас ваш избранник немножко от вас закрывается, как вам кажется, причина не в вас. Скорее всего, вы-то как раз делаете все правильно, и ваша активность, ваша инициативность, такая местами чрезмерная даже, уместна. Но или вы выбрали партнера себе с трудным характером, или вы встретили этого человека просто не в подходящий момент, когда он должен быть один или должен быть в другом месте, не рядом с вами. Совет карт здесь. Посмотрим. У нас будет 4-я позиция в раскладе. Совет непосредственно для вас. Проявлять ли вам активную инициативу или ждать. А что еще? Какие еще варианты могут быть? На самом деле вариантов масса. Поэтому мы и обращаемся к картам. Ничего себе, вот это совет. Несмотря на то, что у вас есть совершенно искренний интерес и даже цель, такая четкая, честная цель в этих отношениях, а у вашего избранника есть выраженная романтическая привязанность к вам, карты вам рекомендуют задуматься о том, чтобы из отношений уйти. 8 кубков. И это карта ухода по причине разочарования. Иногда она предсказывает конец заранее обреченного союза. И она действительно советует не держаться за отношения, потому что неизбежна разлука. А третий, как известно, лишний. Какими бы процветающими ни были ваши отношения на первых порах, в силу обстоятельств, в силу присутствия как минимум еще одного человека в этой любовной истории, вам предстоит расстаться. И карты рекомендуют вам это сделать, наверное, начинать уход и стараться с наименьшими потерями забывать старые планы, ваши планы относительно этой любви. Спасибо. Как вы уже догадались, наверное, у нас сегодня гадание-тест. И выбор карты – это была тестовая часть. Если вы выбрали для себя карту номер 3, она называется 9 мечей. И в самом буквальном значении она называется истерика. Это действительно, и эта карта определяет вашу позицию в текущих, тех самых сложных отношениях, которые вы, по крайней мере, считаете или называете сложными. И вы действительно демонстрируете такое истерическое, назойливое беспокойство о судьбе отношений в целом, беспокойство о любимом человеке. Здесь может быть еще неспособность простить что-либо, например, измену. Вы можете ощущать себя
брошенной и, может быть, состояние непонимания. Ну а в основе всего, конечно же, панический страх потерять эти отношения. И все бы ничего, но только здесь, кроме безоговорочной фанатичной верности вашей, присутствует недоверие, подозрительность и сомнение. Часто на пустом месте. То есть все, чего не должно быть в любви на самом деле. Все, что любовь только подтачивает, чтобы вы про это не думали. Это может быть та самая бессердечная страсть, но маниакальная привязанность, которая не останавливается перед местью и причинением вреда. То есть любовь и ненависть одновременно. В любом случае, это крайне опасная эмоциональная ситуация. Для вас в первую очередь страдания вам интересны становятся сами по себе. И неважно, есть отношения или их уже нет. Девятка мечей в целом карта одиноких людей в гаданиях Таро. Но она часто достается и тем, для кого любовь превратилась в мученичество, в слезы в подушку. Это карта униженных и оскорбленных. Ну, в кавычках, конечно. Вы мучаетесь сами и мучаете другого, скорее всего, подсознательно стремясь сделать его таким же несчастным, чтобы хоть что-то вас объединяло. У карты есть совет. Обязательно. Не ходить по пятам за предметом своей страсти, не копаться в чужом телефоне, например. То есть не делать себе кумира из живого человека. Это все про вас. Теперь я задаю картам вопрос про партнера, про человека, который рядом с вами, про того, кто находится на противоположной стороне этой запутанной любовной истории. Посмотрим. Вообще из предложенных мной для выбора карт девятка мечей, очевидно, самая проблемная. Обратите на это внимание, если вы ее выбрали. Итак, ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? Появление фигурной женской карты в этой позиции, к сожалению, вот в таком моем раскладе, говорит о том, что у вашего избранника, ну, мое гадание для женщин, я повторяю, что подавляющее большинство зрителей канала женщины, у вашего избранника есть другая, да, действительно другая. Это женщина, которая выглядит не любящей, особенно, не истерящей уж точно, как вы. Они связаны делами, они могут вместе работать, например. Или он может быть просто женат, и это жена, которая управляет, заправляет всеми делами в семье, потому что это действительно, это королева жезлов. Женщина в руках, которой вот этот жезл и все жезлы в картах магические. Это женщина, которой принадлежит власть, которая может так или иначе влиять на вашего партнера, на вашего избранника, которая точно влияет на ваши отношения. Хотя лично к вам она настроена нейтрально. Против вас она ничего не имеет, ничего личного, как говорят. Но ее фигура крайне важна. В некоторых случаях между вашим мужчиной и вот этой женщиной романтической связи может не быть. Но это его начальница или партнер по бизнесу, властная женщина, которой он все равно отдает массу времени, сил, своей эмоциональной энергии и самое главное, что с которой у них какие-то вполне ощутимые, осязаемые общие дела. Поэтому ее позиция очень и очень важна. Ну что ж, как-то так. Теперь посмотрим, есть ли какие-то внешние обстоятельства, которые мешают развитию ваших отношений. Сейчас ведь почему-то вы считаете их сложными. Карты отказываются говорить нам, называть нам предметно те самые трудности объективного мира, трудности судьбы, в силу которых вы не можете сейчас вместе. Карты выдают нам, тайну, максимальную тайну. Вы действительно очень многого не знаете о том, что происходит между вами. Вы можете не знать буквально самых элементарных, полезных и необходимых вещей,
про вашего избранника, вы действительно как будто бы находитесь в тумане в этой любовной истории, как будто бы находитесь в той самой мутной воде, из которой в любой момент неизвестно, что выплывет. Много тайн, много сомнений. Отчасти, кстати, карта дает небольшую характеристику вашего избранника, потому что такие серьезные тайны, заблуждения, иллюзии, обманы и самообманы создают вокруг себя люди определенного психологического типа. Это могут быть люди, у которых, например, в гороскопе рождения много планет концентрируется в водных созвездиях. Им необходима тайна, им необходима Луна, которая управляет подсознанием их и подсознанием людей вокруг. В любом случае, вот в такой обстановке вполне оправдана и понятна ваша вот такая вот достаточно отчаянная, что ли, позиция, потому что вы в обстановке неизвестности. К тому же у вас точно есть соперница, как минимум не на романтическом, но на энергетическом уровне. И совет для вас. Совет для вас. Как вам себя вести, что предпринять, что делать, что не делать, для того, чтобы отношения выравнивались, и для того, чтобы иметь возможность и отношения из сложных перевести в конструктивные. Совет прекрасный, очень говорящий. Лучше карты в этой позиции не придумаешь, тем более в вашей ситуации. Хотя для этого нужно, для того, чтобы вот так действовать, как рекомендует карта мага, вам нужно, во-первых, собрать волю в кулак, поверить в то, что в ваших руках тоже есть какая-то волшебная палочка, не только она у вашей соперницы. Вы действительно очень многое можете. Эта карта намекает как бы на важность вот этой романтической истории в масштабах вашей жизни. Вам действительно встретился человек, с которым, вам судьба быть вместе. Пройти какой-то путь, по крайней мере, вместе, и от вас требуется максимально активная инициатива, максимально активная. Действуйте, ловите момент. Карта мага в колоде Таро – одна из немногих карт, говорящих про время. Она говорит о том, что время не ждет, что это возможность, эти шансы, это любовь ждать не будут. Вам точно стоит поторопиться. Поэтому прекращайте рыдать и убиваться. Действуйте. Вы действительно являетесь волшебником в вашей жизни. Вы правда многое можете. И если обуздаете негативные эмоции свои, ситуацию исправите, разберетесь с тайнами и загадками, и очень может быть, что именно с этим избранником, с этим партнером вас ждет впереди плодотворная совместная жизнь. Выбор карты был тестовой частью нашего сегодняшнего гадания, и выбирая карту, вы выбирали на самом деле себя, а точнее свою собственную позицию в текущей запутанной, сложной романтической истории. И если вы выбрали для себя карту номер 4, это 5 кубков. Это значит, вы заняты тяжелыми переживаниями, а они не соответствуют реальному положению дел. Ваши проблемы только в запутанности ваших собственных желаний и страхов. И вы правда сейчас не можете взять себя в руки, тем более, что не в состоянии распорядиться будущим отношениям. И, скорее всего, вам нужно просто ждать. Так бывает иногда, сразу после серьезной ссоры, когда дурных эмоций еще море, а попытка начать любовь сначала представляется вам немыслимой. Просто ваши ожидания были слишком большими, и какое-то незначительное событие, какая-то реакция партнера резко их разрушила. Это некий момент отрезвления, хотя иногда и начальная стадия такой эмоциональной травмы. У вас есть тот самый юношеский максимализм, это понятно. Но, знаете, разочарования нужны, чтобы избавляться от заблуждений. И интересно, что ссоры, расставания и скорбь о потерянном здесь, вот по этой карте, вовсе не являются внешним событием. Это все внутри вас, ваши сугубо
интимное мероприятие. Ваш партнер мог и не сделать ничего, что вас так разочаровало и ранило. И это самое обидное. Вы вдруг осознали, что жестоко обманывали сами себя, что ваши цели в этой любви были несовместимы с вашими же подлинными потребностями. Вот так вот запутано. Но вы можете даже удачно скрывать свое состояние, вот такое состояние от вашего партнера. Многим это удается, я знаю. Теперь посмотрим позицию партнера. Карта для него. Мое гадание преимущественно для женщин, естественно, потому что аудитория канала женская. Мужчинам, зрителям приношу свои извинения. Итак, его позиция. А вот его позиция, вы знаете, значительно рациональнее вашей. Карты могут в таком виде выдавать разницу гороскопов рождения. Вы правда можете быть разными людьми. У вас переживания, сомнения, разочарования после иллюзий, а у него такой вот четкий план. Хорошая карта достается, особенно если вы видите развитие отношений в браке, потому что это пентакли, это карты, по которым все серьезно. Когда отношения развиваются по плану, ваш партнер готов работать над отношениями по плану. Вот в буквальном смысле это значит, что если даже сейчас любовь не скоро развивается, на то есть какие-то объективные причины. Но у него серьезные намерения, можете не сомневаться, потому что вот именно паж пентаклей обозначает практичного, заботливого партнера, такого, который не станет растрачивать романтические ресурсы на цветы, объяснения, на стихи и прогулки, а который вложится в какую-то практическую помощь для вас, например. И все очень хорошо, если он вам подходит астрологически. Если же вы имеете вот натальные характеристики резко противоположные, то такой партнер вам, скорее всего, кажется скучноватым, жадноватым на эмоции. Но ждите от него известий, потому что все-таки пажи – это активная позиция. Это письма, звонки, это различного рода предложения. Предложение может быть очень практичное, такое даже деловое немножко, знаете, местами денежное, но уж точно здесь не будет чрезмерной романтики и точно не будет каких-то пустых слов. Не запутанная ситуация, не запущенная, это не тяжелый случай. То есть в целом у вас все хорошо. И ваша позиция вот в этих отношениях значительно более проблемная, нежели позиция вашего партнера. Попробуем сейчас оценить внешние обстоятельства, которые объективно вас разделяют, которые не дают вам быть по-настоящему вместе сейчас. Есть ли у вас вообще повод для беспокойства? И вот что я скажу. Много хлопот отчасти пустых, которые достаются и вам, может быть, как раз в построении этих самых отношений, и вашему избраннику, вашему партнеру. Хлопоты могут касаться чего угодно. Учебы, работы, каких-то дел денежных. Это и поиски работы могут быть, и какие-то бизнес-проекты, которые, в общем-то, неплохо реализуются, но требуют ежедневного, знаете, такого боя, ежедневного отстаивания себя, доказывания собственной ценности себе и миру. Нетревожная карта, опять-таки, она немножко намекает на то, что ваш союз приходится постоянно как бы защищать от людей и обстоятельств, но здесь нет тех, кто изначально негативно настроен к вам или к вашему избраннику. Здесь нет людей, которые прям вот хотят разрушить ваш союз. Здесь есть люди, которые, может быть, отвлекают внимание ваше и вашего партнера, и много дел. Семерка жезлов, конечно, продвигает идею
соперничество, но это не соперничество в любви, это соперничество скорее в делах. И хорошо, что ни вы, ни ваш партнер не готовы идти на уступки. То есть вы не готовы поддаваться влиянию этих обстоятельств и сдавать свои позиции в вашей любви. Поэтому пока я вижу прогноз в целом позитивный, он такой не блестящий, но здесь есть над чем работать. И, похоже, ваш-то партнер уже этим занялся, в отличие от вас. А теперь будет для вас совет. Как вам себя вести для того, чтобы отношения, ну, может быть, ускорить в их развитии или сделать более плодотворными, приблизить счастливую развязку, какой бы вы ее ни видели. Насколько активная инициатива нужна от вас, или же вам стоит ждать судьбы. Ну что ж, карты предлагают вам посомневаться, что-то повыбирать. Действительно, поспешность неуместно, но с такими картами поторопиться и не получится. Это снова жезлы, снова мелкие жезлы. Похоже, что в вашей любовной истории так или иначе много-много сомнительных жизненных обстоятельств присутствует. Это могут быть расстояния, это может быть несовпадение графиков, работы, например, графика жизни, режима жизни между вами. И торопить события точно не следует, но не следует вот с таким равнодушным выбором, в общем-то, и зависать слишком надолго. Вам нужно ждать, пока объективные обстоятельства поменяются и как бы помогут вам принять правильное решение, куда вам вдвоем двигаться дальше. Итак, карта номер 5. Это десятка мечей. Как вы заметили, я не выбирала эту карту для нашего тестового задания. Она досталась нам случайно, а я бы ее не выбрала, потому что карта эта максимально критическая для любовных отношений и для любых других. Если вы выбрали ее, боюсь, что для вас уже состоялось прекращение отношений. Они для вас себя как бы изжили, потому что были несчастья, и горе, и разочарование в любви. То есть вы внутренне готовы к разрыву, потому что достигли какого-то переломного момента. И завершение этой любви воспринимаете уже с радостью, потому что это прекращение невыносимой ситуации. Вы готовы уйти из отношений внезапно и без объяснения причин, потому что считаете, что все кончено, исправить ничего нельзя. И вы готовы жить по новым правилам и впредь не повторять прошлых ошибок. В самом тяжелом случае пережитая любовная драма даст вам на какое-то время даже, ну, как бы замороженное сердце, то есть неспособность чувствовать. Вы даже можете категорически запретить себе вступать в какие-либо отношения. И вы это слово сдержите до тех пор, пока не вмешаются силы куда более значительные, чем ваша воля. То есть пока судьба не вмешается и не подарит вам новую любовь. Ну, по этой карте, увы, совета для вас не будет. Теперь оценим позицию. Это была ваша позиция. Это были вы в текущих сложных романтических отношениях, на которые вы гадаете. Теперь оценим позицию вашего партнера. Так ли все сложно, так ли все плохо и запущено у него? На самом деле любые сложные отношения, как известно, усложняют оба партнера. В одностороннем порядке это не делается, не получается, не бывает. Но у вас как-то все слишком драматично. Итак, ваш избранник. Угу. Снова мечи. Карта с менее проблемным, пожалуй, смыслом. Однако одна из главных карт, отвечающая за отшельничество, достается, потому что здесь тоже потребность уйти в себя, потребность уйти из отношений, потребность закрыться от вас и вообще от окружающего мира. И истощенность стрессом такая же, как у вас. У вашего партнера в этой истории присутствует. Может быть, изначально вы
друг другу не подходили. Может быть, вы имеете принципиально разные натальные, гороскопические характеристики. Может быть, вы по-разному смотрите на жизнь и действительно разных вещей ждете от любви, имеете разное понимание романтики. А может быть, просто судьба сложилась вот так вот не в вашу пользу, и это заставило вас обоих закрыться. Но если относительно вашего партнера я говорю про временную такую закрытую позицию, острую, но временную, он может, знаете, ну даже уехать, может даже не отвечать на звонки, не отвечать на сообщения, потому что здесь идет такая добровольная изоляция, то в вашем случае это уже такой готовый, созревший, осознанный уход. Он от этого не становится менее болезненным, от своей осознанности. Какие же внешние обстоятельства сейчас мешают вам быть вместе и делать, и иметь ваши отношения конструктивными и правильными? Вот так вот. Ну, вообще карта фигурная, поэтому может иметь место прямое вмешательство третьих лиц, в частности, конкретного человека, мужчины. Он может быть как с вашей стороны, так и со стороны вашего партнера. Мужчина гневный, обладающий властью, обладающий ресурсом и возможностью вас разлучить. Иногда в некоторых случаях появление короля мечей и снова мечи, посмотрите, в какую гармоничную, неприятную, но гармоничную историю карта складывается, потому что снова мечи. Иногда король мечей здесь как бы олицетворяет вашего партнера, вашего избранника. Действительно, достался вам человек с дурным характером, или обстоятельства жизненные, или любовная история его сделала таким, но сейчас он прям в гневе, ему тоже, так же, как и вам, что-то очень-очень не нравится, и у него тоже есть разочарованность в этой любви, и он тоже готов к разрыву. Но если для вас война уже позади, то он-то как раз готов еще поразбираться, чтобы, может быть, окончательно расставить все точки над «и». Я понимаю, тем не менее, что даже такой проблемный прогноз не может убедить некоторых из вас отказаться от этой любовной истории. Может быть, все-таки что-то можно спасти? Давайте зададим картам такой вопрос, то есть мы спросим, какой будет совет для вас. Вот если вы во что бы то ни стало захотите продолжать романтические отношения именно с этим человеком, можете ли вы что-то сделать для того, чтобы отношения восстановить, хотя бы попробовать? Итак, совет для вас. Есть ли пути к спасению отношений? Ну что ж, совет говорящий. Совет говорящий. И он карта, это шестерка жезлов, одна из лучших карт в колоде Таро. И, в общем-то, она рекомендует вам достаточно проблемную позицию. Проблемную почему? Во-первых, вы должны на отношения посмотреть максимально честно. Максимально честно. То есть вот шестерка жезлов – это Юпитера в Льве. Это как солнце. Все должно быть на абсолютном доверии, никаких иллюзий, обманов и самообманов. То есть вы должны быть готовы преодолевать трудности. Это карта великой личной силы. И карта называется «Победа» на самом деле. Я вот вам даже покажу. Она так и подписана в моей колоде. Видите? Победа. Поэтому вам нужно увидеть себя заранее, как бы наперед, вперед, увидеть себя победителем и по четкому плану составить себе стратегию, что ли, боевых действий по спасению этой любовной истории. И первое, вот по таким картам, первое, с чего я рекомендую вам начать, это с устранения активного вмешательства со стороны третьих лиц. Есть люди, которые ни при чем, но тем не менее они вмешиваются в ваши дела, в вашу любовную историю. И роль победителя на самом деле вам нужно взять на себя. Это максимальная инициатива, но инициатива опять-таки своеобразная. Вам нужно понять, что вы действительно много можете с одной стороны,
Но продолжая спасать эти отношения, вы по максимуму берете на себя ответственность за эту любовь, за партнера и за то, что ждет вас вместе впереди. Поэтому в целом совет хороший, но для того, чтобы организовать такую правильную, честную и в то же время бескомпромиссную борьбу, у вас должны быть свойства личностные, такие прокачанные достаточно, либо подходящие позиции в вашем гороскопе. Спасибо. Итак, карта номер 6. Это пятерка жезлов. Это вторая случайная карта в тестовой части нашего сегодняшнего гадания. Выбрав эту карту, вы выбрали себя, то есть свою позицию в этой запутанной романтической истории. Что я могу сказать? Пятерка жезлов – это карта амбициозных людей, а значит, вы имеете много амбиций в этой любовной истории. И много имеете какого-то азарта, отсюда понятная ваша бодрость и внутреннее напряжение, как результат вызова определенного. Эта любовь для вас выглядит борьбой за удачу. И вам бывает страшно, что партнер вас не оценит, поэтому местами приходится бороться за любовь слишком ожесточенно. В целом позиция ваша позитивная, могу вас обрадовать, и заслуживает внимания. Но у вас может образоваться внутриличностный конфликт, потому что приходится бороться с иллюзиями и противоречиями в самой себе. То есть борьба за эту любовь для вас – это путь самосовершенствования прежде всего. Хотя внешне вы как будто участвуете в конкурсе, боретесь за первое место в сердце конкретного человека. Но пока вы боретесь за это место под солнцем и принимаете вызовы судьбы, можете не заметить, как ваш партнер задвинет вас в уголок за чрезмерную активность. Поэтому совет карты только такой. Продолжайте в том же духе, но соблюдайте известные границы, за которыми, как известно, уже дисгармония. В общем, совет карты: продолжайте, но иногда умерите свою прыть. Это ваша позиция. Неплохая, правильная, она часто бывает выигрышной, очень выигрышной. Это по опыту личных гаданий я могу сказать. Теперь оценим позицию вашего партнера, вашего избранника в этой истории. А каков он, что думает, делает, на что настроен он? Итак, ваш избранник. Но у него все тоже хорошо, все тоже очень-очень правильно. Хотя и не кубки, не романтика такая в остром виде достается вам. Но похоже, что вам романтика в этой истории и не нужна. Ваш партнер работает над отношениями, готов продолжать также в том же духе. Тройка пентаклей. Вот в моей колоде она подписана вот так вот. Работа. И для любви она дает очень хороший прогноз, потому что это небольшая карта. Поэтому вот все, что состоялось уже в любовной истории между вами, это только начало. Дальше много совместных взаимных вложений в отношения. И вы настроены, посмотрите, как амбициозно, воинственно и с азартом. И он, может быть, менее воинственно, более как-то, более, наверное, чутко и по-взрослому, но вы составляете хорошую пару. Вот из такого союза часто получаются плодотворные истории, браки и долгая совместная жизнь. Хорошее начало, действительно хорошее начало. Что еще сказать? Отчасти, знаете, это все-таки карта про работу, отчасти вот эта троечка выдает здесь вашего избранника практичным, трудолюбивым, рациональным, серьезным человеком, что тоже важно. С этого все начинается. Выбрать подходящего парня. Многих с этим проблема. Есть ли какие-то объективные обстоятельства окружающего мира, разлуки, люди, которые серьезно могут вмешаться в вашу любовную историю и вам помешать? Это следующая позиция гадания. Но здесь даже более чем хорошо. Не только помешать вам никто не собирается, но даже есть люди, обстоятельства, звезды, которые вам готовы помогать. Шестерка пентаклей – это главная карта в колоде Таро, которая отвечает за помощь, которая отвечает за любые ситуации, в которых необходимое к вам приходит.
На практике это может выглядеть так. Например, если вы сейчас разлучены с вашим избранником и поэтому считаете отношения сложными, вдруг неожиданно вы становитесь ближе. То есть кто-то куда-то переезжает, перемещается. То есть таким образом судьба помогает вам, убирает факторы разлучающие из вашей истории. Если вам не хватает, просто денег на построение семьи, например, это могут быть родители, которые активно вам помогут, купят дом, квартиру для того, чтобы вы вот это свое личное счастье могли вместе уже реализовать. Примерно так, действительно перспективно, интересная ситуация. Опасаться совершенно нечего. Пока. Я не закончила еще гадание, но пока вот вам стоит опасаться только своей излишней активности местами, потому что она может вашего избранника прям смущать и пугать. Пока не напугала, пока я этого не вижу, но, знаете, и теперь я спрошу совета карт для вас, что вам стоит делать или чего не стоит делать для того, чтобы не испортить такую многообещающую романтическую историю. Ну что ж, прекрасная карта вам достается, шестерка жезлов, она вполне в духе расклада целиком. Рядом пятерка и шестерка одной масти. Это очень хороший, счастливый знак, счастливое предзнаменование для любовных отношений. Шестерка жезлов все-таки рекомендует вам проявлять максимальную активность. По сравнению с пятеркой, она советует вам взять на себя как бы побольше ответственности. Здесь и решимости должно быть больше, то есть, вернее, она должна быть максимальной, и оптимизма должно быть больше. Здесь должна быть ваша вера в победу. Но обратите внимание, по такому составу карт я могу сказать, что в итоге ответственность за развитие вашей любовной истории полностью перекладывается на вас, потому что вы активная сторона, и вы почему-то больше заинтересованы в плодотворном, благополучном исходе отношений. Спасибо.